Привет всем моим подписчикам. Сегодня фильм «Замужем за мафией». 1988 год. Автор сценария Барри Стругац. Режиссер Джонатан Деми. В ролях Мишель Пфайффер, Алек Болдуин, Мэтью Мадайн. Могу ошибаться в ударениях, вы уж меня простите. Бюджет 10, сборы 21,5 миллионов долларов. Сюжет. Семья, муж– низшее звено в мафиозной структуре, жена– домохозяйка, сын лет 6, хороший дом, машина. Но жена тяготится всем этим, зная, чем занят ее супруг. Главный мафиозник убивает мужа главной героини. Кстати, главную героиню зовут Анджела, главного мафиозника зовут Тони. Э, Так как он осмелился залезть в постель к его любовнице. Уже на похоронах мужа убийца мафиозник Тони пристает к вдове, намекая на то, что она ни в чем не будет нуждаться, если примет его предложение. Кроме всего этого, жена Тони угрожает главной героине Анжели, что ей не поздоровится, если она будет путаться с ее мужем. В общем, все это побуждает Анжелу собрать вещички и переехать из хорошего района совсем в нехороший. Снять комнату, в центре которой стоит ванна. Накрыв столешницей, можно получить стол. Убрав столешницу, получаешь ванну. Очень удобно, без сарказма. Сейчас же очень популярны микроскопические квартирки, многофункциональность предметов интерьера, минимализм и все такое. Актриса Мишель Пфайффер мне очень симпатична, так же, как и ее персонаж. Мне кажется, актриса очень правильный и порядочный человек. Персонаж Анджела могла бы стать любовницей главного мафиозника и горя не знать. Продолжать жить в комфортных условиях, воспитывать сына. Нет, она бросает все, как будто отрывает с корнем от себя прошлую жизнь и уходит в никуда, в бедность, где надо много работать, по сути, в неизвестность. Но она полна решимости, что у нее все получится, и сына она убеждает в этом. Мишель Пфайффер такая хорошенькая даже с химией. Недаром шеф-мафиозник домогался ее. Ох, тяжела жизнь бандитов, постоянно под прицелом. Анжела знакомит с маскирующимся агентом ФБР и развлекается в свободное от работы время. Обшарпанные стены, ржавые трубы, совсем как у нас, но она почти счастлива, потому что вырвала сына из этой пагубной среды. Она независима. ФБРовцы ее шантажируют, склоняя к сотрудничеству, чтобы прижучить Тони Руссо. Она вынуждена принять это предложение, так как в противном случае ее работодателя, афроамериканку, и подругу депортировали бы. В финале хэппи-энд. Анжела остается с агентом ФБР, Тони Руссо арестовывают и сажают в тюрьму. Фильм комедия, сюжет, прямо скажем, дурацкий, но фильм окупился, людей что-то привлекло. Вот и я сейчас попробую объяснить, что мне нравится в подобных фильмах. Люди попадают в трудную ситуацию, каждый выбирается из нее по-разному. Кто-то ждет, что придет чужой или знакомый дядя и решит все твои проблемы. А другой знает, что если примешь чужую помощь, надо будет расплачиваться. А расплата окажется совсем для тебя неприемлемой. Поэтому ты собираешь себя в кучу и начинаешь все с нуля. Комната, которую сняла Анжела, была совершенно убогой и, казалось бы, непригодной для жилья. Но зато это жилье ей было по карману. Это позволило ей вырваться из-под опеки мафии. И это позволило ей не вступать в отношения с Тони, убийцей ее мужа. Как говорится, хочешь заказывать музыку, плати за все сам. Прошло очень много времени с тех пор, как я видела этот фильм, но ванна в центре комнаты врезалась мне в память. И недавно на даче, испытывая недостаток в дополнительных помещениях, я вспомнила про эту ванну и подумала, это хорошая идея. Это 100 ванной и спальное место в одном флаконе. Так что очень полезный фильм, несмотря на кажущуюся легкомысленность. Так что фильмы разные нужны, фильмы всякие важны. На этом все. Всем пока. Подписываемся на канал.